Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале Советы для дома, и в этом видео я вам расскажу, как отмыть бачок унитаза внутри. Уверена, вы регулярно моете унитаз, но вы когда-нибудь задумывались, что кроме унитаза нужно мыть еще и бачок? Если вы никогда этого раньше не делали или очень давно мыли бачок унитаза внутри, тогда предлагаю присоединиться ко мне, и я вам сейчас покажу, как отмыть бачок унитаза внутри уксусом. Для начала нужно снять крышку с бачка. У меня для этого нужно открутить вот эту кнопочку, а затем просто снять крышку. Вот так выглядит у меня внутри бачок. Здесь известковый налет собирается, грязь, ржавчина, и все это при смывании воды попадает в унитаз. Поэтому это все нужно мыть. Перекрывайте кран, который отвечает за подачу воды в бачок, для того, чтобы при сливе вода в бачок снова не набиралась. Дальше нужно смыть воду с бачка. Следующее, что нам понадобится, это 9% столовый уксус. Прежде чем залить его в бачок, возьмите бутылку с пульверизатором, либо же можно вот так просто накрутить головку распылителя прямо на уксус, как делаю сейчас я. И дальше вам нужно обрызгать те части бачка, вода до которых не достает. То есть вот видите уровень воды, докуда добирается вода в бачок. Здесь тоже есть загрязнение, но здесь вода уже не достает. Соответственно, замачиваться в уксусе оно не будет, поэтому вот эти все части верхние нужно просто обрызгать с пульверизатора. Теперь надевайте перчатки, берите бумажные полотенца, тряпки, салфетки, что хотите, и у меня туалетная бумага. Сбрызгиваем уксусом их. И обкладываем бумагой вверх бачка. Теперь я откручиваю головку распылителя и выливаю весь оставшийся уксус в бачок. У меня здесь в бутылке 900 мл. Ну, если у вас будет 850 мл или литр, то это тоже нормально. Этого количества будет достаточно. Теперь нужно залить в бачок воду. У меня температура воды примерно 50 градусов, 40-50 градусов, то есть самая горячая, которая течет из-под крана. Налить в бачок можно столько воды, насколько выставлен уровень воды в бачке унитаза. Например, у меня вот по вот эту вот темную полоску, да, но у вас, скорее всего, точно так же будет. Как регулируется уровень воды в бачке унитаза, мы рассказывали в отдельном видео. Вот здесь в подсказке будет ссылка на ролик, и я оставлю его в описании. Чтобы вообще максимально было понятно, вот послушайте, сейчас я налью еще воды. Слышите звук? То есть этот звук значит то, что вода уже стекает в унитаз. То есть все, вся вода, что будет набираться дальше, она просто вытечет туда в унитаз вместе с уксусом. Поэтому дальше набирать воду в унитаз не нужно. После того, как заполните бачок водой до нужного уровня, оставить в таком состоянии унитаз нужно на 1 час. Если у вас были сильные загрязнения, тогда вы можете оставить на дольше. У меня прошел 1 час и 15 минут, и теперь я буду приступать к чистке бачка. Использовать для этого лучше всего вот такую щетку с длинной ручкой, и в труднодоступных местах я буду использовать обычную зубную щетку. После того, как помоете основную часть, вода в бачке будет такая очень мутная, поэтому ее нужно слить.
Дальше возьмите чистую воду, мочалку и промойте верхние детали бачка, до которых не достает вода. Открывайте кран подачи воды в бачок и набирайте воду. Дальше нужно несколько раз смыть воду в бачке. После того, как вода в бачке будет уже чистая, вы можете снова перекрыть подачу воды в бачок, слить его и уже дочистить те места, которые здесь вот отчетливо уже видно, которые грязные. Я сейчас еще возьму мочалку, ковшик и вот так вот доберу остатки воды, которые в бачке остаются, потому что у меня там какой-то мусор, еще там ржавчина, скорее всего, плавает. Вот, чтобы ее полностью убрать, я сейчас отсюда всю воду вот так вот выжму с помощью мочалки. Ну что ж, друзья, смотрите, вот так выглядит у меня бачок после чистки. Я результатом довольна. Бачок побелел. Единственная область, которую было тяжело чистить, это вот там за поплавком. Я не стала там сильно дочищать, потому что рука не пролазит щеткой, там тоже не сильно удобно. Я боюсь просто поплавок сломать. Как бы потом чинить унитаз не очень сильно будет это интересно, поэтому я там не стала сильно прикладывать никаких усилий. Ну а здесь, конечно, все значительно отбелилось. Я результатом безумно довольна. Ну что ж, надеюсь, я вас вдохновила. Теперь вы знаете, как можно отмыть бачок унитаза внутри. Если он у вас был сильно грязный, как у меня, то вот такой вот результат вы можете получить в результате после часа замачивания с уксусом. Если вы оставите уксус на ночь, если у вас есть такая возможность, то результат будет значительно лучше, бачок будет внутри значительно белее. Если же у вас бачок изначально, например, был вот такого цвета, вода у вас не сильно жесткая, тогда, конечно, результат сразу будет просто великолепный, бачок будет внутри идеально белоснежный. В комментариях пишите, какой у вас результат после чистки бачка унитаза этим способом. Также можете написать, может, вы какой-то другой способ знаете, как можно отмыть бачок унитаза внутри от налета. Если вам видео это понравилось, не забывайте поставить лайк. Также подписывайтесь на мой канал, у меня очень много интересного. А я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока!